Воин. Лицо мира военного ремесла, будучи одним из самых распространенных классов в игре, обладает внушительным и взрывным потенциалом. К вашему вниманию видеогайд, в котором мы будем разбирать классы, специализации на 20 уровне до выхода в World of Warcraft Shadowlands. Кто это мы? Я взял на себя ответственность воплотить в жизнь идею Трики о создании и обсуждении в виде классового руководства. Все, что нам предстоит ожидать от следующего дополнения, освещено в видео, ссылка которого находится в описании и в подсказке. Приступим? Конечно, давай начнем. Я являюсь частью Триал-сообщества уже несколько лет, и все это время я проверял ограничения стартовой версии нашей любимой игры на прочность и, конечно же, не переставал наслаждаться этим процессом. Далее вы узнаете, почему именно стартовая версия, а также я поделюсь опытом, который может сыграть свою роль в вашем выборе класса и специализации. План рассказа, принцип игры, критерии оценивания, профессии и чары. Воины используют ярость, которую они могут накопить при автоатаке и получении урона. Для игры на данном классе следует следить за накопленным ресурсом, чтобы тратить его эффективно. Оружие. Воины в этой специализации наносят урон двуручным оружием. Обладают пассивной способностью закалка боем, которая позволяет получать на 30% больше ярости от критических автоатак. Начинать бой следует с расстояния, применив рывок. Эта способность дает 20 единиц ярости для начала боя и также обездвиживает противника на 1 секунду. Далее используем при возможности превосходство. Затем смертельный удар. Эти способности перезаряжаются несколько секунд, а превосходство увеличивает урон вашего следующего смертельного удара. В ходе боя постоянно бьем врага мощным ударом, он не имеет времени восстановления и тратит меньше ярости. Как только у врага остается мало здоровья, вместо мощного удара стоит использовать казнь. Она наносит сокрушающий урон, количество которого также зависит от затраченной на способность ярости, от 20 до 40 единиц на применение. Если вы одолели противника, у вас будет активен победный раш. Эта способность наносит небольшой урон, но исцеляет вас на 20% от максимального запаса здоровья. Для большей пользы применяйте его в тот момент, когда ваше здоровье падает ниже 80%. Будьте внимательны, ведь победный раш активен всего 20 секунд после убийства цели. Также у вас в арсенале есть героический бросок и провокация. Эти способности повышают ваш уровень угрозы и могут помочь отвлечь врагов от участников вашей группы и собрать всех противников в одну точку, дабы танк вновь взял их внимание на себя. Защита. Воины и танки берут на себя ответственную роль в команде, держа агрессию врагов на себе и защищая товарищей. Обладают пассивной способностью авангард, которая повышает выносливость на 45% и увеличивает броню на 60% от вашей силы. Вступить в бой за воина защиты также следует с рывка. Он имеет 2 заряда, что позволяет воину сразу же ворваться в следующую цель. Рывок стоит применять в ту цель, что стоит посередине группы врагов, поскольку следующая способность удар грома наносит урон по области вокруг, что позволяет привлечь внимание всех противников сразу. У воина имеются 2 способности – блок щитом и мощный удар щитом. Блок щитом тратит ярость и позволяет блокировать все атаки врагов в ближнем бою, а также увеличивает урон от мощного удара щитом на 30%. Вы можете использовать блок щитом сразу, как он доступен, либо приберечь для защиты в критический момент. Во время боя, когда остальные способности перезаряжаются, постоянно атакуйте врага с помощью сокрушения. Оно не тратит ярость и не имеет перезарядки. Воины защиты также имеют героический бросок, провокацию и победный раш. Их применение имеет тот же принцип. Используйте героический бросок и провокацию, чтобы возвращать ушедших из толпы врагов в сражение и обезопасить других игроков группы. Неистовство. В этой специализации воины сражаются 2 двуручными, обрушивая на врагов шторм ударов. Обладают пассивной способностью исступления, действует 4 секунды и увеличивает урон на 11%, скорость на 25% и скорость передвижения на 10%. Начало боя такое же, как и у других специализаций со способностью рывок. Во время битвы используем кровожадность. Кровожадность наносит урон и восстанавливает 5% здоровья. Далее следует яростный выпад. Имея 2 заряда, он наносит немного больше урона и имеет шанс 20%, что моментально восстановит 1 свой заряд для последующего его применения. Обе эти способности дают ярость, которую надо тратить на буйство, самую разрушительную атаку по врагу. Казнь, победный раш и героический бросок используются так же, как и у других специализаций. Критерии оценивания.
Мощность. Этот критерий подразумевает общую силу данного класса, его урон, выживаемость и способности без учета чар, талантов и профессий. Воины специализации оружия и неистовства, как и подобает ДД, наносят неплохой урон по врагам. Их способности не рассчитаны на нанесение единовременного урона по нескольким целям, так что их профиль — это атака одного противника всеми своими силами. Воины защиты, тем временем, обладают куда менее заметным количеством урона, но в качестве танков в группе они отлично себя проявляют. Способны наносить урон разом группе врагов, повышать свою выживаемость и даже быстро перемещаться между врагами на поле боя благодаря двойному рывку. Оценки по мощности каждой специализации следующие. Комфорт игры. Сложность или чрезмерная простота игры, нюансы применения способностей и другое. Как и было сказано ранее, воины полагаются на свой ресурс – ярость. Базовая скорость восстановления не очень велика, и специализации ДД воинов требуют небольших пауз между способностями, что может ощущаться медлительно. В случае с воинами-танками у них всего лишь одна способность, что требует ярости, так что при игре за воинов специализации защита всегда есть ощущение, что каждая способность непрерывно идет вслед за предыдущей. Оценки по комфорту игры таковы. Развитие. Данный критерий оценивает сложность, вариативность и особенности прокачки вашего персонажа от левелинга до снаряжения. Во время прокачки вашего воина с 1 по 20 уровень у вас вряд ли возникнет много проблем. С появлением победного ража на 5 уровне ваше здоровье тяжело опустить до критического, так что начало игры в одиночку не доставит хлопот. Но как только дело дойдет до снаряжения, есть несколько вещей, которые стоит знать. Так как воины носят латы, единственный источник брони — это задания, подземелья, поля боя и режим синхронизации. В открытом мире не существует латной брони для низкого уровня, а значит эпики сорарников не для вашего класса. Это следствие того, что когда-то латы у персонажа латника появлялись лишь с 40 уровня, а когда их ввели с 1 уровня, разработчики добавили лишь несколько источников этого типа брони. Впрочем, на оружие, плащи и кольца с аксессуарами это не распространяется, так как тип этих предметов общий у всех. Оценка по развитию у всех специализаций воина 3 балла из 5. Особенности. Основная заметная особенность воина — это его возможность носить разнообразное оружие. Экипировать он способен почти все, что угодно, в том числе и броню любого типа. Это может быть полезно для сбора коллекции трансмогрификации. Броня, к сожалению, засчитывается только того типа, который должен носить ваш класс. Но воин способен собирать все, что попадется ему в руки, и применять внешний вид этих предметов на соответствующем снаряжении. Мнение сообщества. Также у нас есть последний критерий. Это оценка класса специализаций, основанная на вашем мнении, которое я призываю написать в комментариях к данному видео. К следующему гайду эта оценка будет занесена в общую таблицу на Trial N. Ссылка на тему будет в описании. Наш приглашенный гость – воин, что почетно играет своим главным персонажем, строго, но справедливо модерирует всем Trial эксплойтом, имя которому Сильванофил. Здравствуй. Всем привет. Для начала скажу пару слов о себе. На брекете я играю ни много ни мало 2 года, и играю в основном за класс воина, о котором у нас сегодня и пойдет речь. На этом уровне воин имеет много слабых сторон, которые значительно усложняют геймплей за этот класс. Воин милишник, он зависит от хилов, у него нет контроля и нет кика. Однако воин не был бы воином, если бы у него не было одной чарки, которую вы все прекрасно знаете. Это рыцарь, он же крузак. И именно эта чарка делает из ДД-спеков воина, оружия и неистовства одни из самых сильных ДПСеров на этом брекете. Поэтому самый сильный спек воина — это Фурий. Поговорим про выбор талантов. В каждой специализации воина можно выделить как минимум 2 таланта, которые могут его усилить в зависимости от поставленных задач. Для БГ наилучшим выбором будет военная машина. Этот талант доступен как в специализации оружия, так и в специализации неистовства. Военная машина ускорит набор ярости, а также увеличит нашу мобильность, которая особенно важна на полях боя. Альтернативным выбором для арен и дуэлей могут быть растекатель черепов для специализации оружия и свежее мясо для специализации неистовства. Эти таланты усилят нашу ротацию в бою с 1 или 2 целями на небольшом участке карты, где военная машина не реализует весь свой потенциал. Отдельно стоит упомянуть такой талант, как внезапная казнь для специализации оружия. На первый взгляд он кажется лучше всех остальных талантов вместе взятых, однако срабатывает крайне редко и не является оптимальным выбором. Теперь пару слов о специализации защита. Здесь наилучшим выбором будет наказание, так как оно улучшает основную ДПС способность прота — мощный удар щитом. Для арен и дуэлей можно взять талант «Верная победа», который поможет дольше прожить воину. Приоритеты характеристик для каждой специализации вы можете видеть сейчас на экране. От себя добавлю, что нет ничего плохого, чтобы собрать Армса на силу и крит, или Фури на скорость и универсальность. Наоборот, такие эксперименты со сборками помогут вам лучше понять тот или иной спек. Профессии. Тут все предельно просто. Как и для любого зачаренного ветерана, не только воина, советую брать инженерию и алхимию.
Инженерия дает нам бисовые очки старшего инженера, а также возможность создавать важные расходники, такие как переносной бронзовый миномет или же чародейская бомба. Алхимия же дает доступ к созданию алхимического настоя, зелья скорости и зелья свободы действий. Теперь поговорим про игру воина на БГ. Вообще эффективность игры воина на поле боя напрямую зависит от наличия хилов в команде. Сам по себе воин довольно неповоротлив. Он лишник, его легко закайтить, у него нет контроля, кика и замедления. Однако, с парой-тройкой добротных хилов, он превращается в настоящую машину для убийств, которую довольно сложно остановить. Следуя из этого, мой совет начинающим воинам: старайтесь не лосать хилов и всегда держаться рядом с ними. Но не в одном хиле все дело. Компенсировать все то скудное разнообразие способностей нам могут помочь все те расходники, которые уже были представлены в этом ролике ранее. Также при игре за воина на БГ я бы выделил такую вещь, как правильный выбор позиций. Что я под этим подразумеваю? Нетрудно выучить все способности всех классов на 20 уровне, следовательно и выявить их слабые стороны. Именно это поможет нам в подборе тактики против того или иного класса из спека на БГ. Также хотел бы упомянуть про выбор цели в тимфайте. Наш враг номер один — это, конечно же, вражеские хилы, однако не всегда удается быстро их поражать. И если файт затягивается, лучше всего переключаться между целями, которых фокусят ваши союзники, для того, чтобы их быстро убить за бурстовую способность и экзекут. Теперь отдельно о правильном использовании бурста. Старайтесь подсетапить вашу главную бурстовую способность. У Армса это смертельный удар, а у Фури это буйство под 2 или более прока рыцарей. В паре с экзекутом это позволит нанести достаточно высокий урон для нейтрализации цели. Также если вы захотите сменить специализацию в зависимости от сетапа противника, то помните, Армс хорош против хилов из-за 20% дебафа на эффективность исцеления, а Фурий просто хорош из-за 2 крусадеров. Оставляйте комментарии, если в чем-то согласны или не согласны. Также выражаю отдельную благодарность Дексу за приглашение. Ну и до встречи на полях боя. Надеюсь, вам было что почерпнуть из нашего видеогайда. Огромное спасибо Сильванофилу за то, что он согласился участвовать в ролике. Также я выражаю свое уважение Трике за данную объемную работу. Думаю, еще рано для похвалы, ведь впереди нам еще много чего стоит осветить. Так что лучше благодарить тебя, мой друг, что помогаешь реализовать столь массивный обзор на триальном брекете. Ведь как раз в следующем обзоре мы затронем класс Паладина и расскажем о нем все ключевое для игры на 20 уровне. Традиционное превознесение уходит спонсорам на Бусти, Waterly, Mami S и Sof Android.